Всем привет! Сегодня мы с вами будем узнавать самые секретные секреты такой стадии отношений, когда вы уже очень сильно влюбились в человека, вы уже попали в этот мучительный рай просто по уши. Именно сильная, светлая, чистая, устремляющая вас к объекту любви влюбленность определяет все ваши намерения, поступки, и вы уже живете этой любовью. Но пока еще отношения ваши не достигли такой степени определенности, когда вы точно знаете, будет у вас что-то или нет, есть ли взаимность или нет. И вот тут очень многие люди начинают суетиться и совершают огромное количество ошибок. Сегодня я вам расскажу, как их избежать. Вот смотрите, ваша влюбленность к этому человеку в виде ваших эмоций, поступков, тут уместно будет графически ее изобразить, она должна выглядеть как чистая, светлая, ясная стрела с острым наконечником, которая летит по четко определенной траектории прямо в центр его сердечка. И какие тут могут быть ошибки? Ошибка, которую совершают все люди, абсолютно. Пока вы не знаете, любит он вас или нет, вы сомневаетесь, вам стыдно открыться, вам очень страшно опозориться, получить отказ, ведь ваша влюбленность серьезная, и вы всю свою душу вкладываете в эти отношения, и вам очень тяжело, гордость, ставки высоки, терять самолюбие. И вдруг он вас не любит. И тогда вы начинаете суетиться, и ваша траектория стрелы становится ломаной. 2 шага вперед, шаг назад, слишком сильно непоследовательной. То есть она летит вот так, вот так, вот так, вот так, и в итоге она может вообще даже никуда и не долететь. Вы находите признаки того, что вдруг этот человек вас не любит. Например, вы ему много-много писали, а он вам совсем ничего не ответил. Вы его несколько раз гулять позвали, а он отказался. И вы думаете, ой, наверное, он меня не любит. И начинаете потом тоже, не-не, я тебя не люблю, просто с ним как с другом такой общаться. Да, мне совсем все равно на тебя. Естественно, отношения из-за этого не развиваются. Вторая ошибка – это если вы очень эмоциональный, страстный, темпераментный, у вас много половых гормонов, и вы так сильно уже хотите его любить быстрее, быстрее, что ваша стрела прямо просто всего его в ошметки превращает. Вы так ему много предлагаете пойти куда-то погулять, так много с ним разговариваете по телефону, так много его, короче говоря, докапываете, что вы его просто уже душите этой любовью, и вы его этим очень сильно отпугиваете, и он думает, блин, это если сейчас он уже с такой интенсивностью до меня докапывается, это что же будет дальше? Ему просто становится страшно, и даже если у него какой-то зачаток влюбленности уже только-только начинал зреть и формироваться, то вы его просто уже неосторожно затоптали, и он прячется от вас, и вы просто подрубаете все на корню, потому что таким образом получается, что вы человека торопите. Он еще не успел дозреть до этого. Ну, а третья ошибка, это, конечно же, то есть, когда ваша стрела только начала куда-то лететь и никуда не долетела, вы всю свою любовь скрыли, спрятали, потому что вам очень страшно. Это, как правило, бывает, когда у вас только-только самый первый опыт влюбленности, только первый опыт отношений, и у вас еще очень сильно заниженная самооценка, большая степень неуверенности в себе, вы точно знаете, что вас невозможно полюбить, и поэтому вам вообще даже стыдно каким-то образом показывать свои чувства. И всех этих 3 ошибок можно избежать только одним единственным средством и способом, который заключается в том, что если вы хотите добиться взаимности от другого человека, все, что вам нужно делать, это просто знать. Знать и иметь непоколебимую уверенность в том, что эти отношения будут. Будет что-то. Что-то будет классное. Специфические признаки этого знания и уверенности, они заключаются в том, что вы знаете, что это будет что-то небывалое, что-то новое в вашей жизни. Вы получите какой-то новый опыт, которого еще никогда не было. И помимо сладостного предвкушения, помимо такого ликования, помимо вот фанатичной экзальтации от счастья того, что это будет с вами, эта уверенность и знания, они вам еще и дают чувство непоколебимой такой силы спокойствия и настоящей уверенности. То есть вот представьте, еще ничего не известно, а вы уже знаете, безошибочно знаете, четко и точно, да, он будет со мной, мы будем с ним вместе, и у нас будут прекрасные отношения, я это чувствую. Лучше всего
Это специфическое чувство знания удалось выразить, на мой взгляд, таким специалистам и мастерам в сфере влюбленности, как группа СБПЧ, особенно после того, как они начали сотрудничать с Женей Борзых. Вот у них в последнем альбоме есть такая песня «Король». И там у Жени Борзых есть реплики. «Будешь королем моим и повелителем, будешь, я знаю, будешь ты пажом моим и почитателем, будешь, я верю». А Киря потом поет: «Очень рад наконец-то с тобой познакомиться». Почему наконец-то? Я же только приехала. Я ждал тебя целую вечность, замучен бессонницей. Короче говоря, если вы знаете, это, кстати, можно еще сравнить с шопингом. Вот представьте, вам надо прикупить себе какую-то вещичку. Вы себе примерно представляете, какой должна быть эта вещь. У вас есть там определенные представления о том, какое это должно быть по ценнику, по ткани, по фактуре, для каких функций вам должна служить эта вещь. И вы ходите, вроде вот 5 свитерочков, да, например, есть, или 5 штанишек. Вот вроде эти подходят, вроде эти подходят, вроде эти подходят, а потом... Вот, и вы увидели, вроде ничем не примечательная вещь, все проходят мимо нее, никому она больше не идет, а на вас она садится так, что она вас преображает полностью, это ваша вещь, она вас делает именно неповторимо прекрасными, она вам подходит и по цвету, и сидит прямо идеально, прямо на других людях она вообще не сидит, прямо колом стоит, а на вас прямо идеально села, и все вам в ней нравится, вам ее хочется мять, носить, и вы потом уже как встрянете в эту вещь, так ее всю жизнь носите, любите, даже когда она уже порвется, растянется, вы ее все равно продолжаете носить, потому что вы ее просто обожаете. Вот это специфическое чувство моей вещи, конечно, людей некорректно сравнивать с людьми, но вот это просто мое, оно создано для меня, оно только мое, мы идеально сочетаемся, великолепно друг к другу подходим. Вот если у вас это чувство возникло, то как оно будет отражаться уже на вашем поведении? Посмотрите, вы будете настолько непоколебимо уверены в том, что вам все светит с этим человеком, что это чувство спокойствия, знания и счастья, которое вам это сулит, вы будете этому человеку на невербальном, на вербальном уровне транслировать так, что даже если он еще сам не успел допетрить как бы всю фатальность этих раскладов, то он с удовольствием заразится вашей уверенностью. И таким образом вам просто удастся его убедить в этом. А если он уже сам знает и готов, то тогда он получит самую ясную и непротиворечивую отмашку на то, что все, уже можно и пора действовать. И в действиях тогда ваших появится то, что не будет излишней суеты. И вот вы не будете его докапывать, не будете вести себя как хапуга, не будете жадничать, не будете суетиться. Не будет такого, потому что вот эти все такие избыточные действия, атака на этого человека, они же идут от суеты, потому что вы еще не знаете, будет он с вами или нет. А если вы точно знаете, что он будет с вами, все, никаких других вариантов нет, вам не надо будет никуда торопиться. Если он вам будет что-то предлагать, вы на все будете спокойно соглашаться. Все, то, что вы будете вместе, это уже дело решенное. А если вы сами будете ему предлагать, а он откажется, например, даже, вы будете говорить: ну ничего страшного, он еще просто, значит, не готов. И в итоге это все плавно, в нужном темпе именно приведет к тому, что у вас и взаимность возникнет полноценная, и отношения сложатся прекрасные. В общем, без флипчарта у меня уже не обходится практически ни одно видео. Сейчас кратенько вам хочу объяснить, в чем же заключается суть и механизм такого знания. Может быть, это боженька, может быть, это вселенная, может быть, это карма. Но нет, мы с вами это все попробуем объяснить именно только лишь при помощи психики, природы психики. А в чем заключается суть такого знания? Просто дело в том, что у каждого человека глубоко-глубоко в бессознательном, то есть в том, что даже находится за пределами осознания, существует свой собственный, уникальный, неповторимый образ своего идеального партнера, идеального любовника. В чем он заключается? В наборе очень-очень специфических, очень-очень характерных только этому человеку тонких, уникальных, присущих черт совокупности, тоже неповторимой и уникальной, которые образуют как бы какую-то очень-очень прихотливую фигуру, которая может этого человека удовлетворить и сделать счастливым.
И вот в вашем окружении есть там 10, 15, 50, неважно сколько, там 3 человека, каких-то потенциальных ваших партнеров, парней или девушек, которых вы рассматриваете как своих потенциальных возлюбленных. И вдруг однажды попадается тот человек, у которого именно его собственный уникальный, неповторимый набор черт полностью совпадает с этой фигурой, и вы понимаете, что именно он вас может сделать счастливым. Вы узнаете, вы видите, у вас происходит совпадение того, что было внутри в вашей голове, с тем, что вы обнаружили в реальности. Но откуда тогда берется этот идеальный образ своего собственного шикарного объекта любви? А он идет из сердцевинки нашей душеньки, то есть из наших потребностей. Когда, опять же, ваш мозг, ваша психика взяла и собрала воедино на основании восприятия, памяти, физических ощущений, гормонального фона, весь неповторимый калейдоскоп только ваших уникальных потребностей, которые ваша психика знает, что именно такой человек может удовлетворить. И она создала этот образ. Дальше. Почему же может быть такое, что либо знания у вас не возникает, вот хоть ты тресни, как я вас учу, либо это знание было, а взаимность все равно добиться не удалось? Неужели же Стрелецкая ошибается? Вряд ли. Сейчас я вам объясню почему. У каждого человека, когда он только становится взрослым, когда он только начинает свой самостоятельный путь развития, в психике есть как бы 2 половинки. Одна половинка черная, это травмированная, невротическая половинка, та половинка, которую подвергали домашнему насилию, та, которая может всю жизнь делать только одно и то же, воспроизводить бесконечно свой унылый, негативный травматический опыт. А вторая половинка белая, цельная, здоровая, энергичная, развивающаяся. Это тот потенциал нашей личности, который способен к психическому здоровью, который способен привести нас к счастью. И задача каждого человека – это уменьшать вот эту черную половинку по мере тех действий, которые мы предпринимаем в жизни, по мере своей работы над собой. Сделать так, чтобы она совсем исчезла и осталась только беленькая, здоровая, счастливая. И вот. В каких же случаях получается, что взаимности добиться не удается? А это может быть в том случае, если ваши потребности исходят не из белой, здоровой, счастливой половинки. Почему же я и говорю, смотрите, что специфическое чувство узнавания правильной, здоровой позиции связано с новизной, с тем, что вы прекрасно представляете себе, что же такое шикарное и счастливое вас ожидает с вашим партнером, и вы точно знаете, что этого у вас никогда не было. А вот если ваши потребности исходят из черной половинки, смотрите, что получается. Например, ваш папа был алкоголик, и он вас никогда в жизни не любил и не обращал на вас внимания. И вы влюбитесь в начинающего алкоголика, который никогда в жизни не будет вас любить и не будет обращать на вас внимания. Или ваша мама над вами всю жизнь издевалась в плане эмоций, била, мутузила, делала с вами, что хотела. И вы влюбитесь в какую-нибудь такую стерву, которая будет вас мутузить, пренебрегать вами, все что угодно с вами делать, всю душеньку вам выкручивать, и не будет у вас любви. А второй случай, когда взаимности не возникает, он бывает вот в каких ситуациях. Когда в вашей жизни очень-очень мало нормального окружения и очень маленький выбор. То есть всего есть, например, там 4 парня или 4 девушки. Такая ситуация на безрыбье и рак рыба. И что же в такой ситуации получается? А получается, что ни один из них вообще не подходит под вашу фигуру специфическую. Один подходит на 0%, другой подходит на 20%, третий на 0,5%, а четвертый, может, на 40% подошел. Вы взяли его образ, его 3 эти совпадающие точки с вами, остальное уже сами на него все натянули из последних сил. Ну, лишь бы хоть кого-то выбрать, ну с кем-то же встречаться охота. И в итоге получается, что взаимности нет.
Это, помните, как говорят, утешающие, успокаивающие, прекрасные наши мамочки какие-то, которые нас любят, или друзья. Это не твой человек. И это значит, что это не ваш человек. И человек, который исходит из черной половинки, это не ваш человек. И когда взаимности в данном случае не возникает, это правильно. Вы должны этому радоваться. Это прекрасно, что взаимности не возникло. Потому что если бы вы продолжали давить, если бы вы насильно ее вызвали, отношения бы возникли, это были бы не ваши больные, несчастные, невротические, неправильные отношения. Поэтому что же делать? Если вы хотите не только вызвать взаимность, но и вы хотите, чтобы отношения, которые сложатся, были счастливые, способствующие долгосрочному развитию вашему и вашего партнера, что нужно делать? Во-первых, не расстраиваться, если тот, кто попался, не ответил вам взаимностью. Значит, это был не он. А когда вы встретите его, у вас возникнет это специфическое чувство того, что вы знаете, и чувство уверенности, и предвкушения того, что что-то будет, и это будет что-то прекрасное. А во-вторых, если вы хотите найти именно того самого, который на больше всего процентов подходит вам, вам не нужно цепляться за одного и сидеть за него держаться. Вам нужно предпринимать активность, усилия поисковые на то, чтобы ходить, смотреть, выбирать, пробовать, искать, делать шерше. Но когда вы встретите своего, надо будет уже не сомневаться. Ладно. Спасибо большое всем моим патронам и донатерам. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока! Будешь королем моим и повелителем, будешь, я верю, будешь ты пажом моим и почитателем, будешь, я знаю, будешь королем моим и повелителем, будешь, я верю, будешь ты пажом моим и почитателем, будешь, я знаю, будешь королем моим.